Сандра убирала могилу своей дочери, когда услышала пугающий шум, доносившийся из могилы. То, что произошло дальше, не только шокирует, но и раскроет грязную тайну, которая наверняка вас удивит. Когда дочь Сандры, Эльза, скончалась, ее похоронили до захода солнца в соответствии с религиозными обычаями ее отца. Хотя сама Сандра не была особенно религиозной, она любила и уважала мужчину, за которого вышла замуж. Она не сомневалась, что дочь пойдет по ее стопам. Эта ситуация повторилась, хотя и с небольшими изменениями, когда Эльза в конце концов вышла замуж за Германа, который разделял те же нерелигиозные ценности, что и Сандра. Эльза и Герман были безумно влюблены друг в друга. Вот почему, несмотря на то, что Герман был убит горем, он сумел похоронить свою жену так, как она бы хотела. Когда Герман впервые встретил Эльзу, это было возле модного ресторана. У Германа возникли проблемы с машиной, и он не справился с управлением из-за отказа тормозов. Он врезался в машину Эльзы как раз в тот момент, когда она собиралась заезжать на парковку. Герман, несмотря на то, что знал, что не сможет покрыть расходы на ремонт, предложил заплатить за это. Но вместо того, чтобы разозлиться, Эльза оставила все как есть, отвезла свою машину в ремонт и заплатила за нее. Несколько дней спустя они снова встретились на свадьбе у какого-то знакомого. Эльза заметила Германа, и они разговорились. Это был такой приятный разговор, и казалось, что они знают друг друга целую вечность. Без сомнения, между ними возникло какое-то взаимное влечение, поэтому, когда Герман спросил, может ли он пригласить ее на свидание, она с радостью согласилась. Они начали узнавать друг друга, и Эльза узнала о трудностях в бизнесе Германа. Будучи наследницей крупной международной компании, Эльза использовала свое влияние, чтобы найти Герману высокооплачиваемую работу. Ее отец не одобрял их отношений, потому что считал, что Герман недостаточно хорош для его дочери, и наотрез отказался, когда Герман сделал ей предложение. Но пара выстояла, и когда отец Эльзы увидел, как сильно они любят друг друга, он дал свое согласие. Теперь Эльзы не стало, а Герман был опустошен и отсиживался дома со своим 2-летним сыном Марком. После похорон все, кроме Сандры, покинули кладбище. Пожилая женщина оставалась там еще несколько часов, отчаянно плача. Сандра жила в нескольких сотнях миль от семьи своей дочери, но после похорон она решила провести следующие несколько недель с Германом и внуком, чтобы помочь им пережить горе. Покинув кладбище, она направилась в квартиру своего зятя. Когда она добралась туда, там царил ужасный беспорядок. Весь дом был перевернут вверх дном, а маленький Марк плакал, но его отец, казалось, не обращал внимания на крики маленького мальчика. «О, мой бедный малыш, твой папа оставил тебя одного?» – спросила она, поднимая его с пола. Она сняла с него грязный подгузник, приготовила ему ванну, а потом накормила. Малыш успокоился и вскоре заснул. Сандра укрыла его одеялом и вернулась в гостиную. Германа по-прежнему нигде не было видно. Она проверила все комнаты и, наконец, нашла его, лежащего на полу посреди своего кабинета, среди пустых бутылок из-под алкоголя. Она трясла его, пока он, наконец, не проснулся. Он осторожно сел, протер налитые кровью глаза и громко рыгнул. «Я понимаю, что ты только что потерял любовь всей своей жизни, но ты должен взять себя в руки. Кто-то должен быть рядом с Марком», — посоветовала Сандра. Даже когда она была близка к слезам, она знала, что должна быть сильной ради них. «Простите, Сандра, но без Эльзы так тяжело. Я все еще не могу заставить себя поверить, что она ушла навсегда», — со слезами на глазах ответил Герман. «Я понимаю, но тебе нужно быть сильной ради Марка. А сейчас я уберу в доме. К тому времени, как я закончу, ты, я надеюсь, примешь ванну и оденешься, а потом мы сядем ужинать», — сказала Сандра и забрала у него оставшиеся бутылки с алкоголем. Женщина принялась за уборку дома и готовку. Приготовив ужин, она позвала Германа, но он не мог ничего есть. Он все еще был подавлен горем. После ужина Сандра сказала своему зятю: «Я собираюсь навестить ее завтра».
Герман просто ответил: «Я вас подвезу». На этом их разговор закончился. Они отправились спать, но Сандра не могла уснуть. Она ворочалась на кровати, потому что воспоминания о покойной дочери тревожили ее. На следующее утро Сандра проснулась рано и направилась на могилу дочери. Повсюду были разбросаны листья, а цветы на могиле были расставлены в беспорядке. Сандра начала собирать листья. Она сложила все в кучу и начала расставлять цветы. Она почти закончила, когда услышала стоны. Испуганная, она огляделась, но никого и ничего не увидела. Она продолжила уборку, затем снова услышала звук. Она прекратила свои занятия и попыталась прислушаться повнимательнее. Звук, казалось, доносился изнутри могилы. Сандра испугалась. Она поспешила на пост охраны. «Здравствуйте, мне нужна помощь. Я слышу звуки, доносящиеся из могилы моей дочери», сказала она охранникам, которые были на посту. Охранники посмотрели на нее и покачали головами, сказав: «Мэм, вы, должно быть, ошиблись. Сегодня ветрено. То, что вы, вероятно, слышали, это шум ветра». «Пожалуйста, я умоляю вас», — взмолилась она. «Я уверена, что звук доносится из могилы моей дочери. Если бы вы могли просто проверить это для меня, я была бы более чем готова заплатить вам за беспокойство». Охранники неохотно последовали за ней к могиле. Они также услышали слабые стоны, доносившиеся из могилы, и сразу же начали копать. Через некоторое время они разрыли могилу настолько, чтобы дотянуться до гроба и вытащить тело Эльзы. К своему удивлению, они обнаружили, что Эльза все еще дышит, хотя и не глубоко. Они позвонили в 911, и скорая помощь доставила Эльзу в больницу, где ее реанимировали. После проведения анализов врачи обнаружили в ее организме яд. Сандра была шокирована этой новостью. Кто мог отравить ее дочь и почему? У Эльзы не было врагов, несмотря на то, что она работала в жестокой индустрии. Проведя пару часов со своей все еще измученной дочерью, Сандра решила отправиться к Герману, чтобы приготовить что-нибудь из еды и отнести в больницу для Эльзы. Вернувшись домой, она увидела Германа, который выглядел лучше и собирал сумки. «Куда ты направляешься, Герман?» – удивленно спросила она. Внезапная перемена в поведении Германа и его энергии сбила ее с толку, и на минуту она забыла, что изначально собиралась сказать ему, что Эльза жива. «Пребывание здесь усложняет мне жизнь, поэтому я на некоторое время уезжаю из города вместе с сыном. Мы поживем у мамы, пока я снова не приду в себя», — ответил он. «Это отличная идея. Я надеюсь, что все пойдет так, как вы хотите», — сказала она, сочувствуя молодому человеку. «Как прошла уборка? У вас совершенно измученный вид. Давайте я налью вам бокал вина, пока буду готовить ужин», — предложил Герман. Сандра села за кухонный стол, в то время как Герман за ее спиной открывал бутылку вина. По какой-то причине ее бог велел ей не рассказывать зятю о том, что Эльза жива, по крайней мере, пока. На самом деле она не подозревала его ни в чем плохом, но чувствовала, что должна быть осторожна. На данный момент единственным человеком, которому она могла доверять, была она сама. В этот момент она взяла телефон, чтобы позвонить мужу, но увидела отражение Германа на экране. То, что она увидела, потрясло ее до глубины души. Это было недолго, но она видела, как он подсыпал что-то в ее бокал, прежде чем налить вино. Чтобы защитить себя, она встала, как только он подошел с вином, и намеренно столкнулась с ним, отчего он уронил бокал и разлил вино. «Мне так жаль. Давай я помогу тебе это убрать», — предложила Сандра. «Нет, не беспокойтесь. Просто идите и приведите себя в порядок. К вашему возвращению я приготовлю еще один стакан», — ответил он. Сандра сделала вид, что выходит из комнаты, но вместо этого спряталась за дверью. Она не могла поверить в то, что происходило у нее на глазах. Зачем ее замечательному зятю пытаться отравить ее? Значит ли это, что он имеет какое-то отношение к смерти Эльзы? Что ж, она как раз собиралась это выяснить. Из своего укрытия Сандра наблюдала, как Герман снова смело подсыпал что-то в вино, и на этот раз она сняла все на камеру.
Она подождала, пока Герман выйдет из кухни, прежде чем взять бокал с вином и перелить его в бутылку. Она выскользнула из дома и направилась прямиком в полицейский участок, где объяснила все, что произошло. В конце концов, образец вина был протестирован, и, конечно же, он совпал с ядом, обнаруженным в организме Эльзы. Полиция арестовала Германа, который признался в обоих преступлениях. Он пытался убить свою жену, чтобы унаследовать ее состояние, и все из-за того, что его бизнес не процветал. Он пытался избавиться от Сандры, потому что знал, что она встанет на пути его планов и помешает ему завладеть бизнесом Эльзы. Герман разрыдался и стал молить о прощении, но было уже слишком поздно. Он получил максимальный срок за покушение на убийство. В конце концов, Эльза полностью выздоровела и снова стала мамой, деловой женщиной и любимой, и благодарной дочерью. Дорогие зрители, а простили бы вы своего мужа на месте Эльзы? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.